Совсем недавно мемкоины воспринимались исключительно как интернет-шутка. Ставьте лайк, если вы думаете так же. Картинки с собаками, абсурдные названия, графики, которые то летят вверх, то падают вообще без объяснений. В общем-то, изначально казалось, что это совсем маргинальный угол крипторынка, где играют либо совсем подростки, либо уж совсем какие-то отбитые спекулянты. В 2024-2025 году стало ясно. Это не просто какой-то анекдот или побочный продукт. Это серьезный сегмент рынка. Давайте посмотрим сухо на цифры. По данным CoinMarketCap, на пике капитализация мемкоинов составляла от 60 до 70 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП некоторых реально развитых стран. При этом подавляющее большинство этих токенов не имеет ни какого-то продукта, с которым они связаны, ни выручки, ни даже проекции этой выручки в будущем. Единственный реальный актив мемкоина – это внимание, которое к нему приковано. И вокруг этого актива и выстроена вся экосистема. Меня зовут Кирилл Кучинский, в этом выпуске мы разберем, что такое мемкоины и реально ли на них заработать. История мемкоинов реально начинается с Dogecoin. Он был запущен реально как пародия на биткоин, без каких-либо серьезных ожиданий. И это было достаточно давно, это было еще в 2013 году. Уже в 2021 году его капитализация дошла почти до 80 миллиардов долларов. Люди, которые купили его на ранних стадиях, действительно заработали и заработали неплохо. Но люди, которые зашли позже, впоследствии остались один на один со своими убытками. Это был на рынке крипты первый массовый сигнал о том, что рынок может разгоняться и мемкоин может разгоняться просто на основании коллективной веры в дальнейший рост. Безо всяких технологий, без прорывных открытий, без того, что какая-то ценность будет генерирована самим этим мемкоином. Дальше модель начала воспроизводить сама себя. Десятки разных названий. Пепе, Флоки, Шибуину. Все хотели встать в отличный тренд. По данным Chain Analysis, более 80% мемкоинов теряли больше 90% своей стоимости в течение первых 3 месяцев. Что это значит? Что вот только что запустили, запампили, все туда набились, и потом оно рухнуло, и рухнуло, как правило, очень-очень сильно. Мемкоины не рассчитаны на долгую жизнь. За ними нет никаких технологий. Они рассчитаны исключительно на эмоциональный всплеск, а затем на плавное и долгое падение. Важный вопрос, а откуда появляются эти токены? Кто их создает? Откуда они берутся? По данным Nansen, это практически одни и те же команды. Они не сильно меняются. Запуск самого мемкоина и его имплементация вообще удовольствие недорогое. Что такое запуск мемкоина? Это простой смарт-контракт, это не очень сложно. Второе – это маркетинг через соцсети. Тут порог входа тоже далеко не самый большой. И это минимальная ликвидность, то есть не нужно вываливать миллионы и миллионы для поддержания рынка. Когда кто-то создает мемкоин, для него потенциальный кост, он ограничен. Это просто его издержки на производство. А вот потенциальная прибыль нет. Как происходит распространение мемкоинов? Никто просто так не начинает тапать условного хомяка. Это всегда раскрутка, это всегда соцсети, это всегда бюджеты. И самое главное, это всегда привлечение внимания, какие-то скандалы, интриги, расследования. Причем, как вы заметили, медийные технологии шагнули далеко вперед. Это далеко не всегда просто прямая реклама токена. Это какое-то упоминание, это возможные совместные коллаборации, это какие-то слухи. Это все, в общем и целом, привлекает внимание и создает спрос. Отдельная категория, которая значимо влияет на спрос, это публичные фигуры. За последние годы появилось очень-очень много коинов, которые используют образ политиков, медийных персон. Политики и медийные персоны каким-то образом связаны с коинами. Они проводят коллаборации, они, возможно, выступают соинвесторами в проект. То есть просто привлекают внимание и создают информационный повод. Например, есть токен, который прямо отсылает к Дональду Трампу, да? А есть токен, который прямо отсылает к его жене. И это просто мемкоин. Это не какая-то новая технология. Это не новый шаг в блокчейне, который, допустим, заключил знаковую сделку с регулятором или с крупным финансовым институтом. Это просто реальная эксплуатация медийного образа. Отдельно стоит упомянуть платформы. Здесь всегда нужно понимать, что сам по себе выпущенный токен, без того, чтобы его можно было нормально купить и продать, это мертворожденный проект. И платформы, на которых он листингован, то есть на которых он, как акции котируются на бирже, также и токены имеют листинг на различных площадках. Это может быть Coinbase, Binance, Bybit и так далее. То есть это большие площадки. Большие площадки заинтересованы, чтобы к ним приходили клиенты и торговали этими токенами. Их интерес очень простой. Они получают с этого комиссию. Для них неважно, выиграл ты, проиграл, в плюсе ты, в минусе. Твоя задача, как клиента, с их точки зрения, максимально часто торговать и зарабатывать для биржи максимальные комиссии. По данным Binance Research, в периоды хайпа доля от оборота и доходов от таких мемкоинов
составляет двузначные цифры в общем объеме торговой комиссии. При этом риски всегда лежат исключительно на трейдерах. Биржа делает вот так. Мы ничего не знаем, ни к чему отношения не имеем, и мы отвечаем только за то, что мы вам дали уведомление, что это может быть рискованно. А так торгуйте, сколько вам лезет, желательно побольше. Регуляторы до настоящего момента смотрели на такую активность, немножко сквозь пальцы. В последнее время ситуация начала меняться. С учетом того, что крипта все больше и больше регулируется, это микрозаконодательство в Европе, это ужесточение и повышение прозрачности регулирования крипты в США, SEC все больше и больше смотрят на крипту как на правильный регулируемый актив. И SEC все больше и больше возбуждает дело относительно скрытой рекламы, возможной манипуляции, относительно конфликта интересов. А на данный момент мемкоины остаются в некой серой зоне. И, скорее всего, мы увидим еще немало значимых и достаточно больших проектов. Вместе с тем, пространство для маневра точно сужается. Важно понимать, мемкоины никогда не исчезнут. Это социальный феномен, это желание заработать, это просто человеческая натура. Сейчас статистические обзоры показывают, что крайне значимо влияние соцсетей на поколение Z и поколение Альфа. Они хотят быстрых профитов, они не хотят и не понимают, зачем вкладывать серьезные усилия в свое развитие, в обучение, но сразу хочется быстрых результатов. И мемкоин — это тот инструмент, который 100% отвечает этому запросу. Можно ли на этом заработать? Теоретически да. На практике сильно вряд ли. Для большинства эта игра с сильно отрицательным математическим ожиданием. То есть все, что вы делаете, ожидаемый результат — это минус. По оценкам того же Chain Analysis, больше 70% кошельков, которые хоть когда-то взаимодействовали с мемкоином, фиксируют по результату убыток. Не потому, что все исключительно глупые и жадные, хотя и поэтому немного тоже. Ключевой момент в том, что рост цены создается исключительно за счет притока новых участников, а не за счет реального роста стоимости мемкоина. Соответственно, как только перестают приходить новые любители хомяков и перестают покупать мемкоины, его цена просто летит вниз. А это 100% то же самое, что и настоящая пирамида Понци. То есть весь рост и все выплаты — это просто деньги предыдущих участников. И ты понимаешь, что в какой-то момент до вершины этой пирамиды ты дойдешь. Всегда просто все думают, что они самые умные, и они окажутся вот здесь, а не вот здесь. Главный вопрос не в том, хорошие мемкоины или плохие, или запретят их или нет. Главное, понимаете ли вы, в какой игре вы участвуете. Потому что это не инвестиции в привычном смысле. И пока вы заходите в эту инвестицию с иллюзией о том, что вы реально умнее толпы, эта инвестиция, как правило, будет работать против вас. Итоговый вывод. Мемкоины — это современное зеркало экономики внимания. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, там достаточно часто выходит хорошая аналитика, которая позволяет принимать правильные решения.